Здравствуйте. Я нашел еще пару позиций. Русские шашки, шашка 64. И вот давайте их покуда покажу, покуда есть возможности время. Позиция вот эта совсем не чистая, но идея интересная достаточно. Я, кстати, не совсем, наверное, хорошая, допустим, вот сейчас вот у меня мысль будет, но взял идею из партии Академии Ильича Плахкина с Кухарчуком, когда вот был ход интересно здесь сделан. Ну, там чуть-чуть по-другому, чуть другая была позиция, конечно, но вот ход за черных BC7 был. То есть идея какая главная вот этого хода? Сюда, ну, и вот так вот походить. Так, давайте посмотрим дальше. Здесь, естественно, такого хода не надо делать. GH2. Вот это вот сбивает, честно говоря, чуть красоту, наверное, позиции. Момент. Ну, вот такие варианты, к сожалению, есть. К сожалению, есть у белых. Так бы позиция, конечно, хорошая была, но вот эта идея достаточно хорошая. То есть нужно смотреть ее всегда, то есть давать проход в дамки, которые именно не проходит, вот в данном случае этот вариант не проходит с проходом в дамки, и идея есть, спасает черных. Так, давайте вот эту позицию посмотрим. Здесь ход именно белых. Но она совсем простенькая, если знаешь идею, то она совсем простенькая, конечно. Но очень симпатичная, всегда любил вот позиции такого типа. АБ2, и нельзя нападать из-за вот этого хода, получается. Так и так. Но если ЦБ6, естественно, БА3 выиграно. Так, давайте посмотрим вот эту позицию. И здесь я вам хочу сразу сказать, может даже вы посчитаете вот эту позицию за белых, либо дадите кому-то посчитать. Она очень симпатичная. Кстати, я не помню, откуда она, честно говоря, с тренировочного процесса, либо где-то что-то смотрели. Но финал действительно очень хороший. Кто-то мне, может, укажет какую-то партию, но вот, как у меня отмечено, где-то все-таки в тренировках это было. На тренировках, в тренировочном процессе. Но, естественно, я думаю, что вот то, что у меня позиции вот были, все которые позиции даже и на канале, они где-то и раньше, естественно, встречались. Но в основном мы, конечно, находим, я стараюсь давать позиции, которые были в тренировочном процессе, именно такой, которые возникали в результате аналитики. Хотя, ну, не все, естественно, не все. Где-то что-то с дебюта, наверное, с дебютов есть, с каких-то партий. GH4, надо вроде бы BC5 ходить, но не вроде бы точно надо ходить, потому что другого не видно. HG3 подхватывает, естественно, позицию. Остается CB6, но если бразильская версия, то понятно, вот эти ходы. CB6. Почему я стоклеточник? Я всегда вот смотрю вот эти двух, ну, то есть позиции на большинство. Я как-то хотел в прошлый раз показать очень интересную позицию с косяка Сорокина. И вот какой у меня там глюк был. Причем очень большой глюк. И я даже смотрел ту позицию с компьютером, и у меня получалось почему-то постоянно все равно. Бил две шашки, и позиция вообще полностью повергался косяк Сорокина. Но потом я, наконец, через минут 20 догадался, что это шашка 64 все-таки, русская версия. И там можно бить одну и сразу выигрывать. То есть, ну, я просто думал, что повержение, думаю, ну, странно вообще, ну как-то у меня логически возникла такая мысль, что странно, что вот до меня не заметили, то есть элементарно все, и там вдоль и поперек, это уже дебют изучен, конечно, но и с компьютерами, и со всем, ну через минут 20 я только догадался, что это другая версия, то есть это русская версия шашек 64, и вот все было в порядке, естественно. Так, ED4. Ну вот, остается на B5, естественно, DC5 с выигрышем, DC7. Ну и вот здесь вот красивая идея. Счетная позиция, конечно, можно ее давать, очень хорошая позиция. D5, а вот куда ходить?
На G1 нельзя. Очень красивая, кстати, позиция. Меня вот не покидает постоянное впечатление, что где-то я ее видел раньше. Может, укажут. Но люди с базами, тем более, кто-то с базами смотрит, укажет, откуда эта позиция. DE5. Но похоже, что она вот здесь вот, это DE5 основной вариант. Похоже, что с аналитики все-таки где-то она возникла. Сюда и сюда. Но вот эта позиция очень красивая, я считаю. То есть, это, наверное, позиция изюминка сегодняшнего именно репортажа. Так, ну вот здесь вот ход черных. Давайте я, может, поверну доску. Честно скажу, здесь это была партия. Причем турнир даже, может, была первая лига. Мне почему-то кажется, кто-то из моих учеников играл. И даже они проиграли черными вот эту позицию. Как не ужасно, они проиграли черными эту позицию. Но вот у меня сразу возникла, когда я смотрел эту позицию, возникла позиция из книги Литвиновича Перченко «Школа позиционной игры». И там позиция есть с изолированной шашкой. И вот именно позицию там гораздо глубже, достаточно глубоко в свое время, даже в детстве просмотрел эту книгу, и всем рекомендую. Там, наверное, очень много, я даже видел, что между строк в этой книге. И вот одна из идей была такая. ED6, то есть, если ходить CD4, здесь будет тактика вот такая. Если FG3, то здесь чуть-чуть по-другому надо будет ходить. CD4, BA7. И вот здесь вот идет блокировка. Тоже, кстати, полезная идея для детей в тренировочном процессе. Ну и здесь вот можно тоже на расчет где-то давать. Ну вот такая вот позиция. То есть, видите, позиция достаточно интересная, и я считаю, что полезная. Естественно, на этот ход сюда. Так, давайте дальше. Ну, здесь ход белых. Здесь совсем простая позиция. Не знаю, почему ее поставил, но она совсем, конечно, простая. То есть, на фиксацию. Детям совсем маленьким можно давать. Ну и вот здесь ход черных. Я специально поставил доску вот таким образом, чтобы вы за черных нашли выигрыш. Но он тоже элементарный, конечно. Очень простой. Пару секунд давайте дам. FE. Вот такая вот позиция. Дальше. Интересная достаточно позиция. В основном, я помню, это давно позиция была в тренировочном процессе. В основном меня интересовала в этот момент другая совершенно позиция, ход белых. Я сейчас покажу, что меня интересовало в этот момент. Конечно, я смотрел в первую очередь вот этот ход FE3. То есть идея была сюда же GH4 и... Так, ну здесь, кстати, можно, наверное... Вот почему я не смотрел, да, может CB2 не совсем корректный был ход. Наверное, вот DC3 даже смотрел. На EF4 вот эта вот позиция была, наверное. Так, ставим DC1. Ага, здесь же шашка-то ловится, что я тут смотрел. Так, давайте посмотрим. Дамка, точнее сказать, ловится. Так. А нет, дамка, да, ловится, но вот эта вот идея есть. Ну, наверное, вот это вот я все смотрел. Но получается, в этой вот позиции я помню, что нашел вот этот вот ход. И я здесь как-то достаточно так долго смотрел, помню эту позицию. Можете дальше посмотреть, но здесь, наверное... Какой GF4, тогда надо G5. Ну, тоже вот интересная достаточно позиция. Интересно, я считаю, что идея. Здесь можете, конечно, посмотреть. DC. И вот
Вот эти вот, наверное, позиции. Ну, я думаю, что здесь ничейное все это. Естественно. Ну, вот давайте вернемся к началу этой позиции. То есть, я показал, что на чем я сосредотачивал внимание. Ну, вот D3. И я помню, что непростая позиция достаточно была. Но ED4 это понятно надо. Естественно, здесь же АБ6 никуда не пойдешь. То есть, других просто ходов нет. АБ6 это связка просто. Там чуть-чуть другой случай был. То есть, другая совершенно позиция. Вот ED4, допустим, если я помню, такой ход делать можно. Ну, то есть, такой ход делался. Здесь вообще была интересная идея вот с этим ходом. А с АБ6 была идея, я помню. И вот такая вот мысль была. Это я вам чисто идеи подсказываю. Можете, то есть, анализировать. Покажите мне что-нибудь в этой позиции. Так, и второй момент. По-моему, даже у меня была еще одна мысль какая-то. Так, а вот что на этот ход интересно еще. Я говорю, что я давно эту позицию просто видел. И вот где-то возможно, что даже у меня был вот этот вот ход. Да, вот какие-то здесь мысли были. Даже где-то какие-то отдачи были, наверное. Ну, вот я не помню. То есть, ну, здесь вот позиция очень интересная, надо, конечно, ее смотреть. Может так, может какие-то другие ходы, это я все приблизительно очень показываю. То есть, очень приблизительно. Ну да, эта позиция, наверное, не лучшая получается. За черных может что-то другое. Ну вот, надо смотреть эти позиции. То есть, HG3. Так, DC, да? Давайте DC еще раз. Ну, там вот жертв нету. Ну, на чем-то вот я не помню. На чем-то я, конечно, сосредотачивал свое внимание. Так, давайте CB6. Мне уже самому просто интересно стало. Так, CD4. Ну, здесь тогда вот этот. Так. Есть вот эти варианты. Ну да, что-то вот я смотрел похожее, но здесь ED4, допустим. Так. Давайте еще, о чем я говорил. Вот надо, видно, все-таки в эту позицию, да, в эту позицию входить. EF4 и HG5. Но вот здесь вот, и, кстати, позиция, наверное, нормальная. Так, ну вот здесь вот один момент, конечно, есть. EF4, вот идея. Именно EF4. То есть, понятно, сюда никуда не пойдешь. То есть, на B6 вот это и эта идея. Так, дальше, что я еще хотел здесь по этой позиции показать. Нет, позицию-то я покажу. Сущность этого хода покажу. Ну, то есть, других ходов нету. Получается, надо нападать. И вот здесь вот эта тактика как раз-то. Но здесь я ничего не вижу, здесь ничейная позиция. Ну вот, наверное, вот это наиболее логичное такое продолжение. Потому что, как я уже говорил, вот здесь вот... Нет, так, подождите. Не то совершенно говорил. Вот здесь вот очень хороший ход АБ6. И, кстати, вот... непонятно, что тут делать, если честно. За белых в этой позиции. То есть, отдавать нельзя. Ну, вот видите, такая позиция не очень хорошая. Видите, суперход вот этот вот АБ6. Есть суперход. И непонятно, что делать, что реально делать белым. Ну, тут чуть-чуть запутало, конечно, вас в аналитике в этой. Ну, я показал вот то, что я смотрел. Когда-то я показал, вот вспомнил, что я смотрел. Наверное, не совсем... правильно, что-то я смотрел, что-то не совсем правильно показал. Но вот видите, такой ход АБ6 и вот в этом случае тоже АБ6. Видите, хороший ход. То есть надо все ходы смотреть. С одной стороны, они вроде бы плохие, они сразу не смотрятся. Но вот такие вот решения очень интересные получаются. Так. Давайте посмотрим. Так, да, вот это вот заключительная позиция, но она достаточно простая. И ход черных. CD6. Ну, это тоже можно ставить как расчетную позицию. Но именно вот эту FE7 выводим, видите, хорошая идея. Я, кстати, смотрел
Вот долго не видел эту позицию, и я какие-то вот такие вот ходы делал. Я не знаю, к чему они ведут, но вот там по прямой что-то я так и не видел ничего. Ну, получается просто FE7. Вот этот вот вариант идет, видите, и выиграно все. Вот такой момент. Тоже можно ставить детям или кому-то постарше для разминки. И для счета в том числе. Итак, я сегодня с вами прощаюсь. До новых встреч. Кстати, вот у меня чуть концепция изменилась. Если у кого есть возможность подписаться, все-таки подписывайтесь на мой канал. Хотелось бы посмотреть более-менее реально, кто смотрит этот канал. Потому что смотрю аналитику, там чуть-чуть, там как-то совсем показывает совсем мало людей, которые смотрят с подпиской. Очень, очень мало. То есть буквально пару процентов. И основная масса смотрит без подписки. Все-таки, то есть моя концепция такая, что я никогда не говорю, что подписывайтесь на канал. Ну, если у кого есть желание, то желательно, конечно, подписаться. Если кто смотрит канал. Итак, до новых встреч.